Всем привет! Попалась мне в руки вот такая камера. Огромная коробка, приходится распаковывать это все на полу. Первый раз с вами ее достаю. Ой-ой-ой-ой, что-то уже упало. Первый раз с вами достаю это все из коробки. И давайте посмотрим, что она собой представляет. Так, я понимаю, камера отдельно, а тут именно система с солнечной панелью. Кстати, в Украине камеры, которые есть на просторах Китая, на просторах Алиэкспресса, и даже которых там нету, вы можете заказать в магазине Smart Hut. Именно в Украине заходите, все уже на месте, за пару дней после заказа камера будет у вас. Такой вот все металл. Кронштейн металлический, все такое мощное. И сама солнечная панель, ну, видите ее размеры, соответственно, говорит о том, что уже реально солнечная панель должна работать и заряжать аккумуляторы, которые будут питать камеру. Вот это уже такое конкретное. Чисто подпитка аккумулятора. Ну, кстати, тут тоже конкретно нельзя сказать, что эта солнечная панель будет полностью заряжать аккумулятор. Все зависит, конечно, от солнечной активности, во-первых. Блок с аккумуляторами, с кнопкой включения, с разъемом для подключения солнечной панели и разъем для подключения камеры. Дальше на столе разберем, посмотрим, что внутри. И сама камера, наверное, ничего особенного. Я думаю, что в этой системе можно использовать любую камеру. Скорее всего, да, 12-вольтовую. Ну, кстати, нужно посмотреть и уточнить этот момент. Камера поворотная в комплекте идет с белыми и LED светодиодами, и ИК светодиодами. Ну, то есть обычная поворотная камера, ничего такого. Кстати, может также она, по идее, и по кабелю работать. Отвод на кабель есть. И питание. Ну и тут куча метизов, установочных элементов для установки кронштейна. То есть все есть в наборе. 4 винта открутил и снимаю верхнюю крышку. Ну и там сборка на 18650. Залито это все дело пеной задуто. И аккумулятор сидит. Ну, в случае чего можно выковырять информации. Кстати, там есть и наклейка. По-видимому, 3 ряда по 1, 2, 3, 4, 5. 3 ряда по 5 аккумуляторов 18, по типу 18650. Опять же, чтобы определить, это нужно извлечь каждый аккумулятор, чтобы точную емкость определить. Замерить его емкость. Есть у меня, кстати, зарядный тестер. Можно им и емкость заряжать аккумуляторов. Видео я специально для вас сделал когда-то. Работает все отлично. Именно для таких аккумуляторов. Но тут такой вот блок собранный. Кстати, можно его и, думаю, посмотреть. Но никакой информации я не получил. В общем-то, наклейка немного испорчена. 11,1 вольта разряд, 12,6 вольта максимальное напряжение. Минус 25, плюс 55 градусов. Его модель самого аккумулятора. Может, кому-то что-то это скажет. Вся информация, что мог на наклейке прочитать. Ну и 2 ряда. 3 это я погорячился. 2 ряда по 1, 2, 3, 4, 5. 10 аккумуляторов по типу 18650. Ну вот даже если посчитать среднюю емкость, давайте возьмем 2500 мАч. Ну вот такой вот емкости этот весь блок. Ну и здесь модуль сам. Модуль управления зарядкой. Защиты зарядкой. Скорее всего под крышкой. Там все можно и увидеть. 2 винта открутил крепление. И такой вот модуль. Клемки прижимные. То есть все разборно. Провода. Все можно отсоединять, подсоединять. Светодиоды и информация по, получается, питание включено или нет. Тут можно даже без перевода разобраться по картинкам. Модель этого устройства, может кому нужно будет. И внутри как все это вот выглядит. Также может кому будет интересно. По максимуму попробую приблизить. Элементы, не знаю, получится рассмотреть или нет. Кнопка включения-выключения устройства и разъем для зарядки. 12-вольтовый блок
питание подключаем и заряжаем аккумуляторы от розетки, если нужно. Ну и, соответственно, вариант зарядки от солнечной панели. Давайте, кстати, ее сейчас здесь же и подкинем. Понятно, что в помещении эффекта не будет. Ну, посмотрим. Здесь, кстати, по-другому не подключишь. Полярность перепутать невозможно. Так, разъем так и сделан. И разъем герметичный. Очень плотный. Вот так и прижимается все. Прижимной такой гайкой. Ну и смотрите. Выключена кнопка, но зарядка уже идет от солнечной панели. Получается, что даже в помещении зарядка идет. На солнце это все будет, конечно, поэффективней. В комплекте еще идет к кронштейну вот такой вот дополнительный элемент. Ну и, соответственно, потом крепим уже солнечную панель на кронштейн. Эта сторона крепится на стену куда-нибудь, на столб. Кстати, еще в комплекте идут два хомута. То есть вы можете кронштейн прикрепить хомутами на трубу. Но я думаю, что не стоит этого делать. Лучше более жесткое крепление. Но вариантов очень много. И поворотная получается часть именно с помощью вот этого вот элемента. Можно будет менять угол наклона солнечной панели. И даже предусмотрено крепление для этого блока. Два сверления. И примерно таким вот образом крепим блок, если нужно. В общем-то, здесь прокладка есть. Полностью он герметичный. Можно его оставлять так. Ну, понятно, что, скорее всего, на солнце это все дело будет греться. Уже фантазию проявляете. Возможностей много. Можно его просто перенести куда-нибудь в тень. Рядом с камерой поставить. А с солнечной панели уже пустить удлинитель. При использовании камеры, которая идет в комплекте, мы получаем полностью автономную систему видеонаблюдения. Потому что камера имеет слот для сим-карты мобильного оператора. Устанавливаем сим-карту мобильного оператора, выбираем тариф, какой захотите. Желательно безлимитный, конечно. Вон карточка уже у мобильного оператора установлена. Идет сюда мини или микро сим-карта. Модуль 4G тут. И карта памяти. Вот она здесь. Поставил я на 64 гигабайта. До 128 по идее поддерживает. И у нас получается полностью автономная система. Камера питается от аккумуляторов. Аккумуляторы в блоке подзаряжаются солнечной панелью при наличии солнца. При ночной работе камера питается чисто аккумуляторами. Днем солнце выходит и солнечная панель подзаряжает аккумуляторы. Насколько этого всего хватит, я вам точно не скажу, потому что я вам просто показываю видеообзор. А сколько это все будет работать, нужно уже будет тестировать вживую, пока такой возможности нету, потому что на улице зима. Также камера, по идее, может работать и просто от питания, вот блоком питания 12 вольт 2 ампера. От розетки 220, если есть такая возможность, запитываем камеру от розетки. Нет возможности, подключаем ее аккумулятором и солнечной панелью. Кстати, там же рядом на модуле есть кнопка сброса к заводским установкам. Маленькая такая микрокнопка, вы ее увидите. В случае чего камеру можно сбрасывать. На отводе кабеля кнопки нету. Обычная поворотная камера, включил я ее, подключил блоком питания, пошел тестовый режим. И будем подключать камеру. Как заявлено, имеет камера приложение CamHi Pro. Для скачки приложения QR-коды уже есть на инструкции. И также краткая инструкция по подключению камеры цветными картинками. CamHi Pro или CamHi. CamHi Pro более современная версия. Открываю, жму плюс. IP-камера беспроводная 4G камера. Понятно, выбираем 4G. Ждем, пока камера полностью загрузится. Вот закончились ее все движения. По идее, щелкнула она что-то там и повернулась и замерла. Информация по камере имеется на ее наклейке. И там же QR-код для подключения камеры. Сканирование QR-кода для добавления камеры в приложение. Разрешить и сканирую QR-код. Забираю ID камеры. Имя пользователя, пароль по умолчанию, добавить, успешно добавлено, очень быстро, спальня, коридор, зал, офис, подтвердить
идет, по идее, соединение. При этом можем видеть на 4G модуле, когда связь работает, мигание красного светодиода. Один светится непрерывно, а другой мигает. Говорит о том, что камера работает по 4G. И вот она у меня появилась, соединение, и в сети. Просят пароль свой ввести. По умолчанию пароль прописан старый. И вводите свой пароль и подтверждайте его. Подтверждаю. Был успешно заменен. И камера через некоторое время должна появиться в сети. Все, картинка с камеры, подсказки. Понятно, понятно. Приложение простое, но вот именно здесь на рабочем столе простое. А так, то тут очень много функций. Так, камера, видать, перезагружается, да, вот она. И появилась в сети. В SD качестве все зависит от интернета. Можете ставить в HD. Уже на камере должен быть нормальный интернет, чтобы картинка не тормозила. Если вдруг видите лаги, то переключите в SD качество. Ну, по идее, в автомате оно так и ставится. Камера работает по сим-карте. Я зашел с домашнего интернета на камеру, работающую по мобильному интернету. Тот вариант камеры, когда извлекаете сим-карту или просто подключаете ее кабелем, и работает она по кабелю. Давайте попробуем кабель подключить. И по идее сейчас она у меня в домашней сети. Второй конец кабеля подключен в роутер. И я ее могу использовать просто как обычную камеру. Wi-Fi в ней нету, две антенны, это 4G связь. А вот по кабелю камера может работать с вашим домашним роутером. И даже по OnVIF протоколу камера подключилась к видеорегистратору. Видеорегистратор XMI-евский, камера Camhai Pro, приложение Camhai, другого производителя, прошивки другие. Камера подключилась. Ведет запись видеорегистратор по движению, включает, появляется значок, видите, при движении вот в нижнем углу. Вот есть. И, соответственно, все моменты можно делать основные. Повороты камеры, кстати, адекватно, лево-право, ничего не перепутано. Картинка с камеры, я вижу где-то, наверное, около 2 мегапикселей разрешения. Ну, для 4G варианта камеры, то больше разрешения, в общем-то, и не нужно. Давайте посмотрим на канале, что скажет видеорегистратор по камере, характеристики. H265 формат сжатия, это очень классно. Современный формат сжатия, чистый 265 есть. 2 мегапикселя 1080p бессменно. И 25 кадров в секунду можно ставить при 2 мегапикселях. С видеорегистратора это не получится. А вот с веб-интерфейса камеры на компьютере можно это все делать. Я думаю, с приложения также. Камера пишет на жесткий диск видеорегистратора по движению, по стоянку. Что захотите, то и пишет. И также я захожу на нее с приложения. На смартфоне, там где она у нас была добавлена и работала по сим-карте, я просто воткнул кабель, и камера сейчас работает, смотрите, и выделяет. Камера, кстати, имеет силуэт человека, определение силуэт человека. И на карту памяти она может писать чисто по человеку. На видеорегистратор будет она писать по всем движениям, потому что совместимости нету. А вот на приложение она будет писать чисто по силуэту человека. Вот она меня определяет и пишет на карту памяти эти моменты, если вы ей это задали. Также с приложения все дела. Звук. Раз, два, три, четыре, пять. Очень классный. В динамик можете что-то камере сказать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошая двухсторонняя связь. Тут вопросов нету. Сделать снимок, включить запись на папку смартфона, повернуть камеру. То есть все моменты Camhai Pro, кстати, очень мне нравится. Приложение очень классное. Перевернуть картинку, зеркально отобразить, приближение, фокус. Ну, имеется в виду, если варифокальный объектив стоял. Предустановленное положение. Пресеты, опять же, по пресетам камера также может работать. Сохранили положение камеры, туда ее повернули, сохранили. И потом чисто кликаете на пресет, камера занимает то положение. Регулировка громкости, динамик, микрофон. Настройка изображения очень классно. Яркость, контрастность, насыщенность. Все здесь есть. Режимы ночного видения, обычное, цветное
Интеллектуальная, понятно, по человеку камера будет включать белые LED светодиоды. Человека определила, включила, светит на него, переходит в цвет. Отслеживание движения. О, нифига себе. Так она может следить за человеком. Все, выношу ее сейчас на улицу и будем тестировать это дело, пока отключаю. Заходим на камеру, здесь на рабочем столе можно переходить на настройки основные. Настройка 4G, есть моменты даже. Изменение пароля понятно. Управление сигнализацией, уведомлениями. Обязательно зайдите, если хотите получать уведомления по движению человека. Вот вы задали на приложение в смартфон. Будут приходить, если поставите. Сигнал оборудования, сигнал тревоги, обнаружение движения. Сигнал тревоги срабатывает при обнаружении движущегося. Ну понятно. Звуковая сигнализация. Если хотите, поставите. Будет в динамике сирена звучать. Опять же, по чему вы поставили. Гуманоидная сигнализация будет чисто по человеку. Кадр человека, триггер сигнализации можно задавать. Устройство может вызывать сигнал тревоги в любое время суток. Дополнительные настройки, ручной ввод периода. Понятно. По расписанию ставить тревогу. Рычаг сигнала тревоги. Захват изображений тревоги на карту SD. Понятно. Обязательно поставить запись видеосигнала по движению, то есть по тревоге. Когда сигнал будет срабатывать, устройство выдаст сирену. Так, не нужно. Сигнал тревоги на электронную почту. Понятно. На FTP сервер видео и на FTP даже изображение. Настроите FTP, камера будет вам присылать количество снимков, все дела. Очень богатое приложение именно по настройкам. Настройки видео. Первый, второй поток. Сохраняем. Настройки звука. Понятно. План SD карты. Включить запись. Обязательно зайдите, включите. Простая настройка, запись в течение дня. Или же по расписанию можно также сохранять на карту памяти. Период какой, например, на пропускном пункте стоит камера. Нужно утром писать людей всех. Включили, она пишет на карту памяти. В обед не нужно писать, она не пишет. Ставите как хотите. Настройка карты. Емкость, доступное пространство. Форматировать. Можно отформатировать, но вроде бы есть, определилось. Настройка времени устройства. Синхронизировать вот с телефоном. Желательно это сделать. Все, синхрон есть. Информация об устройстве и удаление устройства. Все понятно. В информацию об устройстве можете зайти, и там будет раздел обновления. Кстати, на эту камеру есть новая прошивка. Можно обновить вот ее со смартфона. Отключаю кабель. Индикация показывает, что камера по кабелю. Отключаю. И наблюдаем за индикацией на 4G модуле. Я думаю, что сейчас связь будет восстанавливаться автоматически. Ну или как вариант нужно будет перезагрузить камеру. То есть выключить ей питание. Нет, пошло. Пошла, дорогая. И при этом камера пропадает у нас из домашней сети. Соответственно, видеорегистратор ее уже не видит. А в приложении камера остается. Захожу в приложение. Идет соединение. Последняя нижняя камера. Тут соединение уже дольше будет, потому что это мобильный интернет. В сети и камера есть. В прямом эфире. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Собрал конструктор. Все легко и понятно. В комплекте все идут элементы. Болты понятно, куда устанавливать. Кстати, блочок вот крепится. Здесь болты идут с барашками. Очень удобно. Ну и, конечно, эта конструкция предназначена даже для больших камер. Пятак. Насверлена куча вот отверстий технологических. Камеры можно ставить сюда различные. Получается механизм полностью поворотный. Вот видите, здесь крепится панель. Потом я уже начал разбираться. И вот правильная именно сборка. Здесь также можем зафиксировать от проворота. И угол наклона также меняется. Солнечной панели. Как, в общем-то, захотите. Вот так все это выглядит. Ну, тяжеловато, конечно, как бы. Парусность большая, но такое вот устройство, как по мне, очень классно. Картинка с камеры на мониторе видеорегистратора, подключил ее по кабелю. И также на приложении здесь можно уже переключить в HD качество, в хорошее. Вот так, и посмотреть картинку на весь экран. Четкость хорошая,
2-мегапиксельная матрица, но понятно, не из самых дорогих, но качество, я вам скажу, что на хорошем уровне. На видеорегистраторе также. Немного может отличаться картинка из-за того, что просмотр на разных устройствах. На приложении вроде бы идеал картинка даже, а вот на мониторе видеорегистратора как-то темновато. Но у нас есть момент по настройке цвета и всего остального. На рабочем столе прямо заходим и настраиваем. Настройка изображения и добавляем немного, к примеру, яркости. Ого! Ого-го-го-го! Все чувствительно работает. Вот так вот. Ползунком можно добавлять яркость. Также и в ночном режиме это все можно делать. Вот так, наверное, будет в идеале. Ну и контрастность также. Все тут можно регулировать. Включена функция человека определения силуэта. Давайте поставим отслеживание движения и посмотрим момент по движению. Включаю звук. И в онлайне на колонках, подключенных к видеорегистратору компьютерных, слышу звук с камеры. То есть по OnVIF и звук также совместим, передается, все нормально работает. Так, идут люди. Камера держит их в центре, старается, по крайней мере, держать. На приложении будет выделять желтым прямоугольником объекты. Далеко следит, нормально. Следит, и сейчас посмотрим возвращение назад. В этом приложении не надо никаких настроек по возвращению назад. Камера с того места, с какого вы ее включили, по идее должна будет через какое-то время после слежения вернуться назад. Ночная картинка с камеры. Камера следила целый день, поставил я ее в слежение, следила чисто за людьми. Отличный вариант. Слежение классное, вроде бы камера и не быстро следит, но четко. И главное, что в двух плоскостях это все получается. Старается объект держать посредине картинки, не на грани потери, а именно старается взять посреди картинки. Что еще понравилось, что следит далеко. За 20 метров, около 20, может чуть больше в дневное время. В ночное примерно так же, но уже на большом расстоянии может потерять быстрее объект, а именно движущегося человека. Выключаете слежение, к примеру, автослежение с приложения. И камера просто вам будет присылать уведомления по человеку. Не будет следить за ним, включать будет запись на карту памяти и на жесткий диск видеорегистратора, к примеру. Вот сейчас это происходит. Видите вы картинку с приложения на смартфоне, есть выделение следов. А на видеорегистраторе просто она за человеком следит. Смотрите, вроде бы и 2 мегапикселя, но картинка не так плывет ночью. Подтягивают все-таки китайские производители камеры эти все проблемы, вытягивают, на должный уровень делают. Ну и возвращается назад. Одно, что я заметил, может это где-то в глубоких настройках меняется именно, может в веб-интерфейсе камеры или же в CMS. Именно возвращение после слежения. Камера долго смотрит в то место, куда ушел объект. Наверное, через полминуты или через минуту. Наверное, через полминуты где-то возвращается назад. Как по мне, 30 секунд это много. Было бы классно, чтобы была возможность поменять время возврата камеры. Вот возвращается назад, не обращает камера на свет автомобилей, ни на какие другие движения. Чисто по человеку, людей нету, она вернулась в обратное положение и ждет человека. Классно еще работают 3 ночных режима, быстро, которые настраиваемые. Интеллектуальное ночное видение, если по человеку поставили, то будет ждать человека. Появился человек в кадре, она включает белые LED светодиоды и переходит в цвет. И следит за ним. Поворачивается и провожает его свечением своих белых LED светодиодов. Такой себе поворотный прожектор, мощный, с LED светодиодами, со слежением за человеком. Очень классно. Подходит человек, камера на него направляет светодиоды, включает запись, распознает. То есть в цвете человек лучше опознаваем ночью, нету засветок. И записывает видео на карту памяти и присылает вам уведомления на смартфон, что очень классно. Идет человек. Вот произошло определение, слежение, как я вам говорил. В
приложении, плюс еще выделение идет объекта, 2 человека выделяет камера и следит. Следит уже ночью, понятно, не так далеко, потому что условия тяжелые, но я вам скажу, что расстояние приличное. Очень даже прилично и ночью. И очень мощные прожекторы, очень мощные. Вот сейчас в цвете камера показывает, смотрите, очень хорошая цветная картинка. Определения силуэта человека нету, камера переходит в стандартный режим. И это у нас режим называется интеллектуальное ночное видение. Опять человека определила движущегося и опять включила LED светодиоды. Можно поставить в обычное ночное видение, это понятно, вот черно-белый режим. А можно поставить в цвет. И постоянно камера будет в цвете до утра. В цвете и плюс белые LED светодиоды. И свои функции выполнять. Следить, не следить. Определять, не определять, просто светить. И писать видео постоянное. Что вы ей поставите, какое задание дадите. И это, я вам скажу, та камера, которую можно оставлять ночью в слежении. Следит она чисто по людям. Будут, конечно, ложные моменты. Но они редки, вообще редки, очень редкие. Будет камера следить чисто по человеку. И не будет она обращать внимание на автомобили, там, на все эти моменты. На пролетающие капли, снег, чисто по человеку. На что еще обратил внимание, очень классно работает зумирование. Есть здесь зумирование. Оно, правда, не остается в записи, а просто при просмотре. Плюс-минус это не только для объективов варифокальных, а и цифровой такой вот зум. Приближаем и отдаляем. Плавное такое зумирование, классное. С потерей качества, но не критично. Качество, и также вот можно с такого вот рабочего стола. Качество, конечно, теряется, но приблизить что-то недалеко, там 4-кратный он или 2 или 3, небольшая кратность. Различить можно какой-то объект, ну, особенно днем. Ночью не так, а вот днем и отдаление. Карта памяти, все писалось. Запись запланированная, запись тревоги и сигнализации. Запланированная постоянка, понятно, между ними тревожные моменты. Берете ролик, кликаете воспроизвести, скачать, отмена, скачать, скачиваете в папку смартфона и потом куда хотите забираете со смартфона. Делитесь, что хотите, то и делаете или просматриваете. Данную камеру мне просто дали на обзор. Ее купить в Украине я не знаю где, даже не интересовался. На Алиэкспрессе я сегодня поискал, именно такого комплекта я не нашел. На подобное я ссылки оставлю вам. К этому кронштейну, если купите где-то его найдете отдельно, можно подключить любую камеру. Поворотную, неповоротную, с Camhai приложением, с ICC приложением, 4G, не 4G, Wi-Fi по кабелю, какую захотите. Имеется в виду, что выдает питание 12 вольт и вы можете подключать к нему любую 12-вольтовую камеру. Понятно, что идеальный вариант это камера с 4G модулем. Тогда вот это все устройство вы можете устанавливать у себя на пасеке, на ставке, на даче, где нет розетки 220, где нет интернета проводного. На сегодня все. Подписывайтесь в Инстаграм, подписывайтесь на Телеграм, мой канал, где я продаю вам все, что тестирую на своих видео, показываю то, что приобретаю на Алиэкспрессе, продаю вам по закупке в Украине. И подписывайтесь в группу чат в Телеграме, специально создал, помогаем, общаемся с друг другом по видеонаблюдению. Тема видеонаблюдения. Всем удачи, до следующих видео.